Что происходит, когда тонны камней и грязи внезапно срываются с горного склона, стирая все на своем пути? Как обычные дожди могут превратить живописный пейзаж в зону катастрофы за считанные минуты? Иногда ответ на эти вопросы удается заснять на камеру, и я хочу поделиться с вами одним таким моментом, застывшим во времени и пространстве. Мысленно перенесемся в Китай, в город уровня префектуры Ханьчжун, раскинувшийся на берегах реки Хань. Как и многие регионы Восточной Азии, эта местность подвержена внезапным и сильным ливням, а за ними часто следуют разрушительные, катастрофические оползни. Один из таких ударов стихии пришелся на 18 сентября 2021. Этому предшествовало несколько дней непрекращающихся дождей, буквально пропитавших землю водой до отказа. Почва под одной из окрестных гор превратилась в тяжелую нестабильную массу. Верхняя часть склона, отяжелевшая от влаги, не выдержала собственного веса, начала медленно смещаться, а затем неудержимо рухнула вниз. К счастью, а может и к ужасу, несколько местных жителей оказались рядом со своими телефонами в руках и смогли задокументировать это пугающее зрелище. На кадрах видно, как огромный пласт земли, деревьев и камней отрывается от основной массы горы и с грохотом устремляется вниз, поднимая густое облако пыли. Это напоминает гигантскую волну, но состоящую не из воды, а из твердой материи, сметающей все преграды. Когда пыль осела, ландшафт изменился до неузнаваемости. Там, где раньше был зеленый склон, теперь зияла огромная рана земли. По сообщениям местных властей, национальное шоссе 210 и река у подножия горы оказались полностью заблокированы обломками и грязью, объем которых сложно даже представить, вероятно. Это были тысячи кубических футов материала. Один человек получил серьезные травмы ног и ребер, другой оказался заживо погребен под завалом. К счастью, спасателям удалось извлечь обоих пострадавших и доставить в больницу. Масштаб ущерба и время, потребовавшееся на расчистку, остаются не до конца ясными, но эти кадры служат мощным напоминанием о том, какой неукротимой силой обладает природа, особенно когда ее провоцируют затяжные дожди. Взрыв, который пошел совсем не по плану. Теперь наш путь лежит в Мостар, пятый по величине город страны Босния и Герцеговина. Здесь проживает около 113 тысяч человек. Их дома располагаются вдоль живописной реки Неретва. 6 апреля 2024 привычный гул города был разорван оглушительным грохотом. Источником звука стал расположенный неподалеку карьер, где горнодобывающая компания HP Investing проводила плановые взрывные работы. Предполагалось, что это будет контролируемый взрыв, обычная процедура для добычи породы. Однако что-то пошло не так. Совершенно непреднамеренно действия компании спровоцировали не просто обрушение в карьере, а гигантский неконтролируемый оползень. На видео, снятом очевидцами с безопасного расстояния, видно, как огромная масса скальной породы отрывается от склона и лавиной устремляется вниз, прямо к реке. Зрелище завораживает и ужасает одновременно. Если присмотреться к кадрам, у подножия горы можно различить линию припаркованных автомобилей. С высоты они кажутся не больше муравьев. Вся эта техника, эти маленькие точки на пейзаже, была либо раздавлена многотонной массой камней, либо попросту сброшена в реку, словно игрушки. Удивительно, но по официальным сообщениям, во время этого хаоса пострадали всего 2 человека, получив травмы, не угрожающие жизни. Однако основная тревога экспертов была связана не столько с людьми, сколько с окружающей средой. Экологи и специалисты по дикой природе выразили серьезную обеспокоенность состоянием местных животных и особенно рыбных запасов в Неретве. Дело в том, что обломки породы полностью перекрыли русло реки, создав искусственную плотину. И хотя грузовики и тяжелая техника могут со временем убрать физические преграды, хрупкая речная экосистема, возможно, уже никогда не вернется к своему прежнему состоянию. Этот инцидент стал горьким уроком. Похоже, причиной катастрофы послужило именно ненадлежащее проведение взрывных работ компании HP Investing, в очередной раз показав, как человеческая деятельность может привести к непредсказуемым и разрушительным последствиям для природы. Смертельная жажда нефрита. Сейчас я расскажу вам историю, от которой кровь стынет в жилах, историю о смертельной ловушке, порожденной блеском драгоценных камней и отчаянной бедностью. Мы отправляемся в Мьянму, страну, которая обеспечивает мир 70, а то и 90% всего мирового запаса нефрита. Этот камень высоко ценится, особенно в соседнем Китае, и индустрия его добычи генерирует десятки миллиардов долларов ежегодно. Но львиная доля этих баснословных сумм оседает в карманах крупных корпораций, контролирующих рудники. Когда же официально
официальная разработка месторождения заканчивается и техника уходит, на сцену выходят они нелегальные сборщики нефрита. Это в основном молодые, нищие мужчины, рискующие жизнью в надежде отыскать в отвалах породы хоть какой-нибудь осколок, который можно продать. Их работа смертельно опасна и каждый год приносит новые трагедии. Но ни одна из них не сравнится по масштабу с катастрофой на нефритовом руднике Бхакант, произошедшей в 2020-м. В тот роковой день более 200 таких вот отчаявшихся искателей были заживо погребены под гигантской массой камней, грязи и отходов добычи. Невероятно, но тем, кому посчастливилось избежать этой участи, удалось заснять леденящие душу моменты на свои телефоны. За день до трагедии местные власти предупреждали об опасности проведения любых работ из-за сильных дождей, прошедших в регионе. Но сотни сборщиков проигнорировали это предупреждение. Возможно, они рассчитывали, что непогода отпугнет конкурентов, и у них будет больше шансов найти что-то ценное. К несчастью, такая мысль пришла в голову слишком многим. Они находились у самого подножия огромного отвала отработанной породы, когда он внезапно обрушился. 20-футовая стена грязи, воды и камней ринулась вниз, сметая все на своем пути. Многие были сбиты с ног и мгновенно поглощены этим ужасающим потоком. Их больше никто никогда не видел. Еще страшнее осознавать, что даже эта ужасная катастрофа не остановила выживших. Уже через несколько дней они вернулись на аналогичные опасные участки, продолжая поиски. Некоторые даже приводили с собой детей, зная, что склон может обрушиться в любую секунду. Это страшное свидетельство того, на что толкает людей крайняя нужда, заставляя их каждый день смотреть смерти в лицо ради призрачной надежды на удачу. Дорога, исчезнувшая в пропасти. Горы Индии величественны и прекрасны, но их красота скрывает постоянную угрозу. Такие места, как штат Химачал-Прадеш, особенно подвержены оползням. Причина кроется глубоко под землей. Этот регион располагается над зоной столкновения индийской и евразийской тектонических плит. Именно их взаимодействие когда-то породило высочайшие горы Гималаи, и этот процесс продолжается по сей день. Постоянное трение плит вызывает землетрясения и провоцирует разрушительные обвалы. 30 июля 2021 один из таких оползней обрушился на округ Сирмур в Химачал-Прадеш. Местным жителям, ставшим невольными свидетелями, оставалось лишь с ужасом наблюдать, как огромная часть горы вместе с проложенной по ней дорогой буквально испаряется, сползая на несколько сотен футов вниз в долину. Видеозапись этого события поражает своей неотвратимостью. Сначала появляются небольшие осыпи, затем склон начинает медленно двигаться, и вот уже целый массив земли и камней, несущий на себе асфальтовое полотно, устремляется вниз с нарастающей скоростью, поднимая клубы пыли. Дорога, которая еще секунду назад выглядела вполне надежной, просто исчезает, словно ее стерли ластиком с лица земли. К счастью, в момент обрушения на этом участке дороги не было ни одного автомобиля. Судя по всему, местные жители, заметившие ранние признаки надвигающейся катастрофы, возможно, трещины или небольшие подвижки грунта успели остановить движение с обеих сторон. Этот инцидент — яркое напоминание о том, насколько динамичны и опасны могут быть горные ландшафты, особенно в сейсмически активных зонах, где земля под ногами может в любой момент прийти в движение с катастрофическими последствиями. Это цена жизни в тени Великих Гималаев. Истинное могущество природы. Природные катаклизмы обладают ужасающей способностью стирать следы нашего присутствия на планете, превращая привычные ландшафты и творения человеческих рук в руины за считанные мгновения. Я хочу показать вам последствия такой неукротимой силы, запечатленные в Японии. Перенесемся в август 2004-го. Национальное шоссе 168, важная транспортная артерия недалеко от Осаки, соединяющая города Сингу на юге и Хираката на севере, в один момент перестала существовать на одном из своих участков. Причиной стал гигантский оползень, спровоцированный серией мощных тайфунов, обрушившихся на страну. Это не было полной неожиданностью для властей. Еще с января того же года специалисты отслеживали нарастающую нестабильность в этом районе. Они заметили проседание грунта и появление трещин вдоль подпорной стены недалеко от деревни Оотоу. 6 месяцев спустя проливные дожди, принесенные двумя тайфунами подряд, окончательно ослабили и без того проблемный участок, доведя его до критического состояния. Почва была перенасыщена влагой, ее структура нарушена. Ремонт был уже невозможен. Все, что оставалось делать властям, это перекрыть опасную зону и ждать неизбежного. И оно произошло. На кадрах видно, как огромный сегмент горы, включая дорогу, проходящую по склону, приходит в движение. Масса земли, камней и деревьев медленно, но неотвратимо сползает вниз, словно живое существо, поглощая все на своем пути. Шоссе буквально растворяется в этом хаосе. Масштаб разрушения колоссален.
После того, как основное движение прекратилось, над местом катастрофы пролетел вертолет, чтобы оценить ущерб с воздуха. Картина, открывшаяся с высоты, была поистине шокирующей. Там, где еще недавно пролегала оживленная трасса, теперь зиял огромный шрам на теле горы, заваленный тоннами обломков. К счастью, благодаря своевременным мерам предосторожности и перекрытию дороги, никто из людей не пострадал во время этого грандиозного обвала. Тот 2004 выдался особенно тяжелым для Японии из-за аномально большого числа тайфунов, которые принесли с собой наводнения и оползни по всему архипелагу, постоянно испытывая на прочность инфраструктуру и нервы жителей. Пасть ада раскрывается. Есть на Земле уголки, где сама природа будто бы предупреждает об опасности своими названиями. Один из них — Hell's Mouth, что переводится как «пасть ада». Это удивительно красивая бухта на северном побережье Корнуолла в Великобритании, часть живописных северных утесов, с которых открывается вид на Кельтское море. Но 23 сентября 2011 эта красота обернулась пугающим зрелищем. Несколько туристов, прогуливавшихся вдоль края утеса, заметили, как небольшие камни и кусочки породы начали осыпаться со склона и падать в воду далеко внизу. Это обычное явление для таких мест, результат постоянного выветривания. Но в тот день они не подозревали, что им суждено стать свидетелями и запечатлеть на камеру нечто гораздо более масштабное событие, которое один известный геолог позже назовет лучшей видеозаписью камнепада из всех, что он когда-либо видел. На видео слышны возгласы удивления и тревоги. Сначала осыпаются мелкие фрагменты, затем от утеса откалывается все больше кусок, и вот уже гигантская масса породы размером с несколько многоэтажных домов с оглушительным ревом отрывается от основной скалы и рушится в море. Падение вызывает огромный всплеск, поднимая тучу брызг и пыли. Зрелище одновременно величественное и страшное. По оценкам британской геологической службы, в этот момент в море обрушилось около 100 тысяч тонн породы вёз, сопоставимый с весом целого флота боевых кораблей. Основу скалы в этом месте составляют аргиллиты, песчаники, алевролиты и сланец. Эти породы со временем выветриваются под влиянием сложного взаимодействия региональных разломов и локальной трещиноватости. Скальный массив разделяется на блоки и постепенно теряет устойчивость. Этим туристам просто повезло оказаться в нужном месте в нужное время с камерой в руках, чтобы подарить миру эти уникальные и захватывающие кадры необузданной мощи природы. Герой без плаща. Подвиг на горной дороге. Иногда героизм рождается не на полях сражений, а на пыльной горной дороге и проявляется не в громких подвигах, а в тихой решимости одного человека. Эта история как раз о таком случае, произошедшем в китайском округе Чжаотун, что в провинции Юньнань, 5 августа 2018 года. Представьте себе, обычный день, мужчина по имени Ян едет на своей машине по извилистой, мощенной булыжником дороге, петляющей по горному склону. Пейзажи вокруг, вероятно, живописные, но внимание Яна привлекает нечто иное, тревожное небольшое проседание дорожного полотна впереди. Опытный глаз или интуиция подсказывают ему, это не просто неровность, это грозный предвестник неминуемого оползня. Осознав смертельную опасность, Ян немедленно останавливает свой автомобиль. Но он не разворачивается, чтобы спастись самому. Он выходит из машины и решительно преграждает путь другим водителям, пытающимся проехать дальше. Можете вообразить их первоначальную реакцию? Раздражение, недоумение, возможно, даже гнев. Кто этот человек, возомнивший себя регулировщиком? Но их недовольство длилось недолго. Буквально через несколько мгновений склон горы ожил. С ужасающим грохотом огромная масса земли и камней сорвалась вниз, полностью уничтожив тот самый участок дороги, который Ян предусмотрительно заблокировал. Раздражение на лицах других водителей сменилось шоком, а затем безмерной благодарностью. Если бы не быстрая реакция и самоотверженность Яна, более 20 человек могли бы оказаться в эпицентре этого обвала. Там, где многие другие, вероятно, предпочли бы просто уехать, спасая свою жизнь, он остался, чтобы уберечь незнакомых ему людей от верной гибели. Эта история — яркое подтверждение известной истины. Не все герои носят плащи. Иногда героем становится обычный водитель на горной дороге, чей острый глаз и смелое сердце спасают десятки жизней. Ядовитая лавина в карьере. Промышленные катастрофы в горах несут двойную угрозу: не только физическое разрушение, но и потенциальное загрязнение окружающей среды. Сейчас я расскажу вам об инциденте на золотом руднике Чоплер, расположенном в турецкой провинции Эрзинджан. Этот рудник, принадлежащий компании Anagold Mining, уже имел не самую безупречную репутацию. В 2020-м его деятельность была приостановлена после того, как следователи обнаружили утечку цианида, смертельно опасного вещества, используемого при добыче золота в реку, протекающую через Турцию, Сирию и Ирак.
Рудник вновь открыли 2 года спустя, после очистных работ и уплаты компании солидного штрафа. Но 13 февраля 2024 года случилась новая, еще более страшная беда. Гигантская масса материала, известного как отвалы кучного выщелачивания, эта порода, обработанная химикатами для извлечения золота, внезапно потеряла стабильность. На кадрах видно, как серая масса несется вперед, поглощая все на своем пути. Но есть и другое видео, снятое из самого сердца надвигающейся катастрофы. Видеорегистратор одного из грузовиков зафиксировал момент, когда эта токсичная лавина переваливает через холм и устремляется прямо на него, заполняя дорогу. Водитель отчаянно пытается сдать назад, и ему чудом удается избежать столкновения, поток останавливается буквально в нескольких футах от кабины. К сожалению, не всем так повезло. 9 рабочих оказались заблокированы внутри шахты во время обвала. На фоне трагедии несколько должностных лиц рудника были арестованы. Похоже, существовали опасения или прямые указания на возможность подобного инцидента, но необходимые меры предосторожности не были приняты. Эта катастрофа – очередное мрачное напоминание о рисках, связанных с добычей полезных ископаемых, и о той цене, которую иногда приходится платить за золото. Смертельный поворот. Роковой камнепад. Дороги, вырубленные в скалах, манят своей красотой, открывая путникам захватывающие виды, но эта красота обманчива и таит в себе смертельную опасность. Я покажу вам сейчас кадры из префектуры Аксу, что в китайской провинции Синьцзян-регионе с преимущественно горным рельефом. Здесь множество дорог представляют собой узкие ленты асфальта, вьющиеся по крутым склонам. 4 июля 2023 года один местный житель совершал обычную поездку по одной из таких дорог. Его видеорегистратор беспристрастно фиксировал путь, но внезапно превратился в свидетеля события, от которого волосы дыбом поднимаются. На видео видно, как автомобиль плавно входит в очередной поворот горного серпантина. Пейзаж великолепен, но в верхней части экрана мелькает движение «это камни». Мелкие сначала, но затем все крупнее, они начинают скатываться по склону прямо над дорогой. Водитель реагирует молниеносно, инстинктивно ударяя по тормозам, и это спасает ему жизнь. Буквально через мгновение на дорогу перед ним обрушивается настоящий камнепад. Еще несколько футов вперед, и машина оказалась бы под этим смертоносным градом. За считанные секунды весь проезд оказывается полностью заблокирован хаотичным нагромождением камней. Удар такой глыбы не оставил бы ему никаких шансов. Этот случай — леденящая кровь напоминание о том, что на таких живописных, но коварных дорогах опасность может подстерегать за каждым поворотом. Если бы не видеорегистратор, вряд ли кто-нибудь поверил бы, насколько близко этот человек подошел к краю пропасти, как тонка была грань между жизнью и смертью в тот день. Медленная смерть дороги под натиском воды. Не всегда горные обвалы происходят мгновенно, подобно взрыву. Иногда разрушение подкрадывается незаметно, медленно подтачивая опору, пока все не рухнет в одночасье. Именно такой процесс, растянутый во времени, но оттого не менее разрушительный, запечатлели в перуанской провинции Рекуай. Давайте перенесемся в небольшой городок в этой провинции. 23 марта 2018 года. Местные жители заметили нечто необычное. Под главной дорогой, жизненно важной артерией, связывающей их с внешним миром, начал просачиваться и течь устойчивый ручей воды. Возможно, это были последствия дождей или таяния снегов в горах. Сначала это могло показаться незначительным, но вода — неутомимый разрушитель. Поток начал постепенно размывать грунт под дорожным полотном, ослабляя его основание. Это запустило цепную реакцию. Один за другим начали происходить небольшие оползни. Куски земли откалывались и падали, унося с собой части опорной конструкции. На видео, которое снимали очевидцы, видно, как этот процесс набирает обороты. Огромный кусок склона холма, на котором держалась дорога, буквально исчезает на глазах. Трещины на асфальте расширяются, края обваливаются. Согласно описанию к оригинальному видео, весь процесс обрушения более чем 100 футов дороги занял около 13 минут. Маленький ручеек за короткое время сделал то, на что не способны были бы иные силы. Последствия были серьезными. Жители городка оказались практически отрезаны от мира. Им пришлось полагаться на узкую, неудобную тропу, пока дорожные службы работали над восстановлением сообщения. Судя по имеющейся информации, власти решили не просто засыпать огромную промоину, а построить на этом месте мост — более надежное решение в условиях такой нестабильной геологии. Эта история наглядно показывает, что разрушительная сила природы может проявляться не только во внезапных катаклизмах, но и в медленных, неумолимых процессах, подтачивающих наше существование. Дрожь земли и гнев гор на Тайване.
Сильные землетрясения — это само по себе ужасающее явление, несущее разрушение и страх, но их опасность не исчерпывается первичными толчками. В горных регионах они почти всегда запускают цепную реакцию, многочисленные оползни и камнепады, которые могут оказаться не менее смертоносными. Весной 2024 года мир с тревогой следил за новостями с Тайваня, который стал эпицентром мощнейшего за последние десятилетия землетрясения. И пока спасатели разбирали завалы в горах разворачивалась своя драма. Сотрясения земной коры нарушили хрупкое равновесие горных склонов по всему острову. Очевидцы снимали на видео шокирующие кадры. Целые склоны гор приходили в движение, срываясь вниз гигантскими массами породы. Воздух наполнялся грохотом и пылью. Огромные облака пыли, поднятые этими обвалами, застилали небо, превращая ясный день в сумерки. Некоторые кадры из районов, прилегающих к побережью, показывают, как эти пылевые тучи, похожие на зловещие грибы после взрыва, быстро распространяются, накрывая не только сушу, но и морскую гладь. Зрелище поистине апокалиптическое, вызывающее мысли о конце света, о гневе самой планеты. Земля дрожала, а горы отвечали ей лавинами камней и грунта. Дороги мгновенно превращались в непроходимые завалы, отрезая целые населенные пункты. Каждый новый обвал создавал ужасающую и хаотичную картину разрушения, демонстрируя вторичную, но не менее грозную силу землетрясения. Это было наглядное проявление того, как один природный катаклизм может породить множество других, умножая опасность и масштаб трагедии. Тайвань мужественно справлялся с последствиями, но эти кадры навсегда останутся свидетельством той колоссальной энергии, что дремлет в недрах нашей планеты и способна в одночасье изменить облик гор.